Всем привет и добро пожаловать в Балаклаву, относительно новый скалолазный район в Крыму, который находится очень близко к Балаклаве. Первоначально он был пробит еще очень давно, но в 2020 году произвели реболтинг, то есть перепробивку маршрутов, старые шлембура сняли и поставили новые. Теперь здесь можно безопасно лазать по очень интересным скалам. В приложении AllClimb занесено 3 района и 21 маршрут категории от 4А до 7А и рекомендуемый сезон апрель по сентябрь. Но на самом деле сезон здесь намного больше. Мы лазали в ноябре и погода была достаточно хорошей. Несмотря на то, что дул сильный ветер, в тени было лазать комфортно, на солнце даже жарко. Пока лазали, встретили местного скалаза, который нарабатывал трассу. Сказал, что категория ориентировочно 7Б, и это самая трудная трасса на этом секторе. Ее, к сожалению, в AllClimb нету, но по факту она есть. Также есть несколько пятерок, которые не занесены в AllClimb, но они есть, поэтому простых трасс здесь немного больше. На категории ориентироваться нужно с учетом того, что здесь очень трудные трассы. Сейчас на видео я лезу трассу Скифия 6B плюс 6C. Длина трассы 18 метров и 9 оттяжек, то есть каждые 2 метра оттяжка, что достаточно комфортно для лазания по вертикали с достаточно тяжелыми ключами. Сектор расположен наиболее близко к морю, именно поэтому здесь всегда дует сильный ветер. Ну и вид сектора очень хороший. Трасса категории 6C по факту мне показалась ближе к 7+, и другие трассы, которые я пробовал на соседних секторах, также показались намного труднее, чем они есть на самом деле. Первая часть трассы пройдена, и теперь начинается аккуратное лазание по достаточно хорошим зацепкам. Если вначале были мизерки под пол фаланги или даже чуть поменьше и очень плохие ноги, то теперь уже под фалангу или полторы. Все еще узкие дырки, в которые не помещаются глубоко пальцы, но намного легче лезть. Здесь нужно отдохнуть и подготовиться ко второй части маршрута, которая также состоит из одного боллингового движения за перегиб. Здесь еще скала немного раскрывается и начинает дуть очень сильный ветер с левой части, и микрофон практически полностью заглушало, и меня тоже начинало сдувать. Когда раскрываешься, приходится намного сильнее себя прижимать к стенке. Начинается второй тяжелый ключ. Если вы захотите поехать в этот сектор весной или осенью, я рекомендую взять вам ветровку. Это сделает ваше лазание намного комфортнее, когда вас не будет продувать и вы не будете думать о том, насколько вам холодно. А страхующему взять теплый пуховик, потому что когда вы стоите внизу, ветра особого нету, но все равно достаточно прохладно стоять. Также, если ваш уровень 6B, 6C, и вы планируете лазать местные шестерки B и шестерки C, то я почти уверен, что у вас будет большое количество срывов на этих трассах, поэтому пролаз трассы намного затянется. Район Балаклава очень удобен для тех, кто добирается до скал на машине. Тут есть две парковки, верхняя и нижняя, с которой идти до скал от 10 до 15-17 минут. Довольно близко. Вы спускаетесь вниз по тропе, около скал есть хорошие площадки, где можно разложить вещи и достаточно комфортно страховать. Поэтому, если вы новичок, на этом секторе вам будет достаточно комфортно. Итак, 6B, самая простая трасса. Многим может так не показаться. Картинка немного трясется, а все из-за того, что был очень сильный ветер и дрон сдувало. На этом секторе мы были всего лишь один день, поэтому за день мне нужно было пролезть много трасс, провесить их и выбрать, какие трассы снять. Снимал я на второй попытке, сейчас я лезу, чтобы уже снять трассу, поэтому плюс-минус она знакома. Но из-за того, что я лез быстро и не акцентировал внимание на расклад, все равно вторая попытка была очень близка к ансайту. Я помнил только сложные места, а простые места не запоминал.
6B, Листригон. Несмотря на то, что рядом есть трасса 6А+, мне и ребятам, с которыми я приехал на этот сектор, она показалась самой простой. Очень аккуратная вертикальная лазня, в середине небольшой ключик, стоит лишь заложить пятку и сразу становится проще. Сверху также достаточно простой долаз. Если вы уже лазали на ЮБК, Южный берег Крыма, это Кошка, Айникола, Красный камень, Форос, то здесь порода скалы немного другая. Она более жесткая, более грубая. Скорее всего, это связано с тем, что здесь намного реже лазают. Трасса здесь совсем не зализанная, не замагнеженная, как будто только что пробили. И это добавляет интереса, потому что совсем непонятен и неочевиден расклад. Трассы немного рваные, где-то они очень простые, и потом может идти очень тяжелая лазня. Но при этом достаточно интересная и необычная лазня. Очень много разных вариантов хвата, что заинтересует скалаза любого уровня. Я предпочитаю лазать более тяжелые трассы, но даже мне было на шестерках С очень интересно, потому что расклад не очевидный, магнезии вообще не видно, и нужно искать зацепки. А это очень интересно. Одна из самых трудных частей пройдена. Здесь почему-то нет оттяжки. Ну ладно. Лезем дальше. Сектор Юг, на котором я лез первую трассу, сейчас находится на солнце, а Листригон и сектор Малыш и Карлсон находятся уже в тени, но вид с них все равно остается очень красивым. Когда солнце уходит за скалу, скалы с противоположной стороны окрашиваются в красивый оранжевый цвет, и выглядят они очень красиво. Последнюю трассу, которую я решил пролезть, это Шкара. Она обозначена как самая сложная трасса этого сектора и является категорией 6С. На первых оттяжках вас уже встречает моно под один палец, затем дырка по 2 пальца, и это первый болдеринг. Затем аккуратная лазня по среднего размерам зацепкам, после чего будет болдеринг и долаз по среднего размера зацепкам. Трасса, как и другие, показалась достаточно трудной для своей категории, но не выше 7А точно. А вот соседняя 6А+, далась ребятам, с которыми я лазал, намного труднее. Они ее оценили 6B+, 6C. Справа от той линии, где я лезу, можно подняться вдоль скалы и, если вы увлекаетесь фотографией, сделать пару красивых фотографий. Получается очень красивый вид на залив и горы, которые находятся с противоположной стороны. Ногу надо поднять. Первый раз, когда лез эту трассу, ключ показался тяжелым и силовым, но на второй раз, после того, как я пролез еще 8 трасс, мне было здесь уже очень больно лезть, зацепки острые и на них дискомфортно находиться. Хотелось побыстрее пролезть, а быстро не получается, потому что движения достаточно далекие и тяжелые. Между ключами хочется немного отдохнуть. Заключается в том, что почему-то здесь прошел на 2 оттяжки. Почему-то здесь есть 2. Забыл что-то сделать. Если вам понравилось это видео, не забывайте написать комментарий и поставить лайк. Это помогает поднимать видео в поиске. Алгоритмы YouTube работают так, что они отслеживают, какое количество людей просмотрело ролик и какое количество людей поставило ему лайк. И чем меньше коэффициент, то есть чем больше лайков и больше просмотров, ролик считается более удачным. Соответственно, если вам понравился ролик и вы забыли поставить лайк и комментарий не написали, то YouTube считает, что вы посмотрели, ролик не очень интересный, его не стоит никому рекомендовать и просмотры будут меньше. Также, если вы хотите увидеть какой-либо обзор скалолазного сектора, скалодрома или соревнований, пишите в комментариях или мне лично, то я постараюсь приоритировать этот район или скалодром и снять его в ближайшее время. Дырка, чтобы придержаться. И сверху. Вот здесь далеко есть ручка хорошая. Первый раз лез через пассиву, что-то напрягся. А сейчас просто решил сразу же до ручки лететь, старт знал, что ноги. И все. Это финиш. В общем, мне показалась это самая тяжелая трасса. Соседние две чуть полегче. Справа трасса, она заявлена как 6А+, но она намного сложнее, чем 6А+. Можно ей дать 6B+, точно. Потому что и в начале такое болдеринговое движение встречается, и затем есть тяжелые движения, на котором напрягаешься. И на шестерочках Х, да даже на шестерочках Б без плюса, я подобного ничего не встречал. Если вам понравилось видео и вам нравится, что я делаю, подписывайтесь на мой Patreon канал. Там я публикую планы по УФП, СФП, ЛФК и растяжке. Также те, кто подписывается на мой Patreon, вы помогаете делать больше и качественнее видео. Пока!